Здравствуйте. Обычно говорят о том, что в приказе Сталина от 1 мая говорилось о том, что к концу года освободить всю территорию СССР. Но я считаю, что это все же несколько широкая трактовка слов, которые были сказаны Сталиным по праздничному поводу. Но если мы обратимся к реальным планам, то действительно советское командование считало, что удастся нанести противнику серьезное поражение, что удастся рядом наступательных операций не просто сохранить инициативу, хотя, вообще говоря, вопрос о том, кто владел инициативой весной 1942 года, он такой непростой. Потому что советские войска действительно выдохлись после зимнего контрнаступления, и довольно трудно считать, что инициатива однозначно принадлежала советскому командованию. То есть было такое положение крайне неустойчивое. Но, тем не менее, готовились планы, готовились наступательные операции. Причем, конечно же, приоритет отдавался московскому направлению. Предполагалось, на самом деле, пробиться на запад, нанести серьезное поражение и Орловско-Брянской группировке противника и наступать на Ржев. Причем Ржев это была лишь одна из целей, это была первая цель общего наступления. И вообще говоря, когда смотришь на все эти замыслы, кажется, что, может быть, как-то пребывали в каком-то странном состоянии, может быть, и некоторых иллюзий относительно своих возможностей. Но это мы понимаем, можно сказать, задним числом. Потому что по сути своей, конечно, планирование, оно в какой-то мере опиралось на обещание того, что будет больше танков, будет больше орудий, будет, опять же, самостоятельное механизированное соединение в виде танковых корпусов. То есть, чем пришла Красная Армия к 22 июня 1942 года, то самое первая бросающаяся в глаза вещь – это появление самостоятельных механизированных соединений танковых корпусов. По сути, это было, конечно, возвращение к танковым дивизиям, которые имелись до войны, но пока еще не объединенные в механизированные корпуса. Второе отличие – это появление воздушных армий. Вот это уже был большой шаг вперед в отношении управления авиацией. Прежде всего потому, что аналога у воздушных армий до 22 июня не существовало вообще. Конечно, у немцев у них структура авиации была принципиально другой. То есть у них, как известно, Геринг говорил: все, что летает, все мое. Были воздушные флоты, авиационные корпуса, но в советской концепции довоенной, по крайней мере, не будем брать середину 30-х, а именно то, что было непосредственно перед войной, на 22 июня 1941 года, была авиация, находившаяся в подчинении армий и в подчинении фронта в целом. И, например, битва за Москву, эта схема сохранялась. Это мешало, на самом деле, массированию авиации, поскольку авиация, подчиненная какой-то армии, например, на одном фланге фронта, не могла быть использована на другом. Ну, скажем так, просто так нельзя было ее использовать, надо было выводить из подчинения, довольно все было хлопотно. А создаются воздушные армии, причем первые воздушные армии — это Первая воздушная армия на Западном фронте, Третья воздушная армия на Калининском фронте. Потом количество армий возрастало, и практически каждый фронт получил по своей воздушной армии.
то есть самая первая воздушная армия сформирована 5 мая 1942 года. И задачи ставились вполне прямолинейно в целях наращивания ударной силы авиации и успешного применения массированных авиационных ударов. И вот для того, чтобы объединить все авиасилы Западного фронта, создается первая воздушная армия. И надо сказать, что эта практика была весьма удачной. И, конечно же, это был большой шаг вперед, несмотря на то, что, конечно, были серьезные еще проблемы с самочастью. То есть из-за того, что авиация на самом деле пока находилась на голодном пайке в плане авиационного вооружения, то есть много самолетов относилось и все еще и к старым типам, и бомбардировщики У-2, все еще ночные бомбардировщики занимали значительную долю среди бомбардировочной авиации. Но, тем не менее, опыт войны явно преломился в высшем командном составе военно-воздушных сил, и появились эти воздушные армии. И танковые корпуса — это тоже был большой шаг вперед. Они внешне вроде бы такие ослабленные танковые дивизии первых недель войны. Но это только иллюзия, такое обманчивое впечатление, поскольку главным отличием было то, что танковые дивизии это были соединения, созданные из двух танковых, одного мотопехотного полков, мотострелкового полка. Танковые корпуса, которые создавались в 1942-м, это танковые бригады, на начальном этапе 2 танковые бригады, потом 3 танковые бригады, мотострелковая бригада. И это, по сути, было то, что называется такое несколько необычное, но тем не менее самобытное решение создания готовой боевой группы. Вот у немцев были боевые группы, то есть они усиливали, например, танковый полк мотопехоты, артиллерии, получалась боевая группа, в которой концентрировалась основная масса танков, поддерживалась пехота и артиллерия, но это каждый раз формировалось заново под какую-то задачу. А у нас были прям готовые боевые группы, то есть танковые бригады, для того, чтобы закреплять местность, мотострелковые бригады. И они сыграют довольно большую роль летом 1942 года. А со стороны, соответственно, противника такой же качественный скачок. Это был реально очень большой шаг вперед, который отравил жизнь советским танкистам и отравил жизнь надолго. То есть это было, можно сказать, уже до конца войны такая проблема, что после того, как в 1941 году основные противотанковые средства немецкой пехоты 37-миллиметровые противотанковые пушки показали свою, в целом, недееспособность против новых советских танков, появились в строю орудия, которые решали проблему радикально. Это противотанковые пушки калибром 75 мм. Поначалу это трофеи французской компании. То есть вообще, когда смотришь на развитие вермахта, всегда обращается внимание, что очень многое давала Европа. Причем это даже в мелочах, я позволю чуть отвлечься, на год вперед скакнуть. Соответственно, весна 1943 года, перевозки с кубанского плацдарма в Крым и обратно. Мы пытаемся их заблокировать минами, а немцы пригнали из Европы тральщики, которых они там захватили, что называется, с избытком. И проблему решают с разминированием. Точно так же проблема была противотанковых орудий, поначалу решена за счет трофейных французских пушек, которые ставили на лафет
немецкого орудия противотанкового. И получалась такая пушка 97-38. Основным ее снарядом был кумулятивный. То есть это, можно сказать, такой был своего рода станковый гранатомет калибром 75 мм, кидавший кумулятивные снаряды. И эти кумулятивные снаряды, к сожалению, были достаточно эффективны против советской бронетехники нового типа и Т-34 КВ. Одновременно на подходе были немецкие уже орудия 75 мм, которые использовали уже и калиберные, и кумулятивные снаряды. Частично, именно частично, задача была решена еще и за счет советских трофеев. Когда брали советские трофейные пушки F-22 и растачивали им камору, добивались более высокой начальной скорости, получалась пушка ПАК-36Р. И это тоже было средство, способное поражать советские КВ Т-34. То есть преимущество в бронетехнике, которое имелось летом 1941 года, летом 1942 года, оно существенно было утрачено. А с артиллерией главной проблемой была даже не матчасть, хотя и с матчастью было тоже, прямо скажем, очень плохо. Что было самым больным местом? Самым больным местом были противотанковые пушки. И, например, если брать город Ростов, который, как известно, был освобожден в ноябре 1941 года, мы об этом рассказывали, и в 1942 году было второе сражение за Ростов. Так вот, оборонявшие Ростов дивизии стрелковые, они насчитывали по 10 тысяч человек личного состава, то есть практически по штату. Я бы даже сказал, заполнение штата людьми было практически 100%. А вот противотанковых пушек калибром 45 мм на каждую дивизию имелось всего 10 штук. Вместо, например, 54 по довоенному штату. Конечно, по новым штатам 1941 года было меньше, но в любом случае 10 штук это было меньше, чем штат конца 1941 и 1942 года. Крупные калибры использовались, можно сказать, спорадически, поскольку проблема была в том, что заводы, которые производили боеприпасы для тяжелых орудий, они были переведены на более ходовые калибры, в том числе, например, бронебойные снаряды. И настрел орудий больших калибров, то есть 203 мм и больше, он был мизерным, и его даже не показывали в ведомостях. То есть там величины были такие, что в общей ведомости за всю Красную Армию это не попадало. И максимальный калибр, который в основном использовался, это был калибр 152 мм, но были серьезные проблемы с боеприпасами именно артиллерии довоенного корпусного звена, то есть той артиллерии, которую планировали в корпус. Она была в 1942 году, когда корпусов еще... Я, как говорится, знаю про исключения. Это корпуса, которые были там гвардейская стрелковая дивизия, несколько стрелковых бригад. Это не те корпуса, которые возродили в 1943-м. Тут надо быть корректным, что корпусное звено до примерно весны 1943 года, оно реально в Красной Армии реально отсутствовало. То есть это было такое редкое исключение. Так вот, артиллерия этого корпусного звена, которая стала просто средством качественного усиления армии, она находилась в довольно своеобразном положении. То есть стволов удалось накопить, восстановить численность орудий на приемлемом уровне, но вот боеприпасов к ним было мало, не хватало. И это, конечно, существенно ухудшало положение советских войск в артиллерийской дуэли с противником. Со связью было плохо. Во-первых, конечно,
ввиду, опять же, потерь промышленности 1941 года, связи, то есть раций, не хватало. То есть их было меньше значительно, чем в 1941 году на всех уровнях. То есть и на уровне, например, штаба танкового корпуса, и на уровне танков. То есть танки сплошняком выпускались без радиостанции. Ну, то есть постепенно ситуацию улучшали, но ее улучшили, то есть вывели на приемлемый уровень все же к 1943-му. На самом деле, Красная Армия 1942 года, она испытывала нехватку, можно сказать, всего, но постепенно восстанавливалась. То есть такой простой пример. 1 января 1942 года в Красной Армии имелось примерно 70 тысяч ручных и станковых пулеметов. Соответственно, на май 1942 года это количество уже подросло до величины 148 тысяч, то есть более чем в 2 раза. Конечно, это было еще далеко до Штатов, и, конечно, качественный скачок, это, опять же, уже 1943 год, но ситуацию подтягивали, но подтягивали недостаточно быстро, как нам бы хотелось. И это, конечно, мешало войскам, причем, например, опять же, во второй половине войны одной из опор в Красной Армии станут минометы 120 миллиметров, и в 1942-м, опять же, количество боеприпасов к ним не дотягивало до тех величин, которые появились к временам Курска. Но, вообще говоря, командование прежде всего переоценивало потери противника. То есть одна из таких вещей, которые существенно негативно сказали на планировании, это то, что существенно переоценили потери противника и считалось, что вермахт находится в достаточно тяжелом положении в отношении личного состава, и что мы сможем нанести ему серьезные потери. И, как говорится, вырвать инициативу, нанести поражение, выйти к Смоленску и так далее и тому подобное. Конечно, да, потери были немалые. То есть, если мы посчитаем, действительно возьмем немецкие же данные, то с 22 июня по 1941 года по конец марта 1942 года, так называемые кровавые потери вооруженных сил Германии были больше 1 миллиона человек, то есть те, кто выбыли. И, конечно, к этому добавлялись еще там 900 тысяч больных. Одним словом, конечно, численность вермахта просела. И, строго говоря, такой армии, которая была на июнь 1941 года, у вермахта все же не было. И они, кстати, потеряли кучу автомашин. То есть, если смотреть на то, что стало самыми чувствительными потерями в результате катастрофы зимней, то это потери были как раз-таки автомашины. То есть, автотранспорт, он, оставшийся в Подмосковье, он, конечно, здорово подорвал ударную мощь вермахта. Конечно, оставались еще вполне дееспособные подвижные соединения, но было потеряно, так вот, если общую оценку дать, то есть примерно 600 тысяч автомашин, было потеряно 75 тысяч, 600 тысяч имеется в виду по всему вермахту, то есть это включая и Западную Европу. То есть, конечно же, нельзя сказать, что у немцев ситуация была благостной, потому что, опять же, там, до марта 1942 года они потеряли там, больше 3000 танков на Советско-Германском фронте, а получили пополнение только 730 машин. Конечно, число боеготовых танков к июлю выросло, но все равно
того количества, которое было на 22 июня 1941 года, его все же не было. Поэтому, конечно, оба стоящие друг против друга армии, они здорово просели относительно своих возможностей на начало войны. То есть для немцев все эти катастрофы зимой, потому что будем честны, несмотря на то, что достичь целей зимнего контрнаступления не удалось, объективно немцам были нанесены довольно чувствительные удары, и чувствительные удары сказались на всем. Хотя, конечно, объективно, если смотреть в ретроспективе на всю войну, то, пожалуй, летом 1942 года вообще Третий рейх был на пике своего могущества. То есть уже там решили проблемы с противотанковыми средствами, улучшилась ситуация, например, там, с бронированием танков, то есть новые танки, которые поступали, они обладали более толстой броней, более мощными орудиями. И, конечно, поход на Кавказ за нефтью, он опирался на все эти соображения. И высшее командование и той, и другой стороны, оно, конечно, исходило из ложных представлений о ситуации противника, но отрезвление, оно довольно быстро наступило. Самое жуткое впечатление зимней кампании – это Багеровский ров, где немцы, что называется, ничего не успели даже скрыть своих злодеяний. И это, конечно, на всех произвело очень тяжелое, ужасное впечатление. Хотелось быстрее освободить свою территорию. Ну, германское командование, оно в 1942 году преследовало цель, прежде всего, экономическую. То есть поход на Кавказ за нефтью. Задача достаточно разумная с экономической точки зрения, несмотря на такую замысловатость самого плана наступления. И, конечно, захват кавказских нефтепромыслов, он решал проблемы немцев с нефтью. То есть им нужны были 1 миллион тонн нефти в год. Этот 1 миллион тонн нефти в год давал один Майкоп. То есть достаточно было захватить и запустить Майкоп, только Майкоп, даже не брать Грозный, не говоря уж о Баку. И немцы свой баланс топливный выправляли. Соответственно, грозненских нефтепромыслов. И на самом деле, если опять же мы посмотрим, что было декабрь 1942 года и до весны 1943 года, несмотря на то, что немцы не дошли до грозненских нефтепромыслов, не дошли до Баку, страну сотрясал тяжелейший топливный кризис, который, например, сказался на производстве бронетехники. То есть советский танкопром, даже в условиях, когда немцы не выполнили своих целей, он все равно оказался отброшен на год назад, в 1943 году. Поэтому, конечно, постановка этих экономических целей, она была, безусловно, оправдана стратегически для вермахта. И здесь, конечно, поход на Москву не давал немцам таких преимуществ. И к тому же поход на Москву был, очевидно, сложнее, чисто технически. Потому что резервы советские, конечно, в первую очередь концентрировались на московском направлении. А поход за нефтью, он, конечно, прикрывался дезинформационной операцией «Кремль», которая имитировала бросок на Москву. Ну, при этом будем, опять же, последовательны. Если бы удалось выполнить задачу захвата нефтепромыслов, следующий удар был бы, конечно, на Москву. Ну, я бы так сказал, сначала на Ленинград, потом на Москву.
И, конечно, поход на Москву он просто откладывался. Просто более приоритетная задача была военно-экономическая. И дезинформация этой операции, она имитировала удар на Москву сразу 3 танковых армий, то есть 2-й, 3-й, 4-й, ну, собственно, те же самые, которые начали операцию «Тайфун» в конце сентября, начале октября 1941 года. И подготовка этой ложной операции, то есть на самом деле изначально операция готовилась как настоящая, но потом из нее сделали ложную. То есть готовил ее штаб группы «Армий Центр» и, так сказать, чуть-чуть видоизменив эту операцию, из нее сделали ложную операцию «Кремль», которая очень скрупулезно готовилась. Достаточно будет сказать, что даже таблички, указатели заготовили. То есть, вот если войска наступают, то они будут ставить указатели на немецком языке, что там город Сухиничи там. Вот заготовили даже такие указатели. Немцы достаточно трезво оценивали, что у них тылы наводнены агентурой, и шло сразу 2 направления. То есть в отношении разведывательных органов непосредственно на фронте и в отношении партизан, партизанской агентуры в своем тылу. И это, конечно, было большой новинкой. И, к сожалению, приходится признать, что дезинформационная операция «Кремль», она сработала. В чем она сработала? Она сработала в том, что ценный резерв в лице 5-й танковой армии в СССР начали формировать танковые армии. Это были первый опыт пока. И одна из этих танковых армий, 5-я, на самом деле она по номеру 5-я, но реально была сформирована раньше других. Она была передвинута на север относительно своей позиции, которую она занимала на начало июня 1942 года. А так, апофеоз операции «Кремль» 10 по 20 июня 1942 года, когда вели интенсивные разведывательные полеты, фотографировали определенные полосы в ближнем тылу Западного фронта. На самом деле сил и средств не жалели на то, чтобы ввести в заблуждение советскую разведку. Более того, вот что меня поразило в этой всей кампании, допрашивали пленных относительно определенных районов. То есть они знали, что пленные, находящиеся в лагерях военнопленных в тылу, они друг с другом общаются, и они будут знать и передадут партизанам, так или иначе, подпольщикам, о том, о чем их спрашивали. То есть это настолько разносторонняя была операция, что, конечно, диву даешься. Ничего похожего как-то даже и не припоминается. Ну и в итоге, конечно, это все сработало, потому что, когда и радиостанции переводятся, и указатели, и разведка, и, конечно, каких-то мер типа трупа с картой, до этого не дошли. Это известная была. Главное последствие, вот то, которое можно, что называется, пощупать, это перемещение танковой армии, 5-я танковая армия Лизюкова, которая получила приказ сняться с места и передвинуться севернее, и ушла с направления немецкого удара. И потом, когда грянет операция Блау-Синяя, и немцы нанесут удар на Воронеж, танковой армии придется дольше двигаться для того, чтобы вступить в бой и наносить контрудары. Вот это выдвижение, которое проходило, опять же, под ударами с воздуха,
и происходило уже позже, чем можно было, может быть, более эффективно использовать эти танковые корпуса, оно, конечно, привело к неудаче контрудара 5-й танковой армии. Закончилось все гибелью ее командира. Когда армия была расформирована, генерал Лизюков поехал на передовую в танке КВ и погиб. И вот гибель 5-й танковой армии, гибель не в окружении, к счастью, то есть она, что называется, костяк все же личного состава сохранила, но большие потери техники, они были связаны именно с тем, что сработали дезинформационные мероприятия. А вот промахом немцев был эпизод с майором Райхелем, когда, вопреки всем указаниям о сохранении тайны операции, майор из штаба 23-й танковой дивизии сел в самолет и отправился на другой участок. Была такая поездка, неважно подробности, не буду рассказывать. И он оказывается сбит, этот самолет Физлершторх, советскими зенитчиками. Пилот погиб, а Райхель остался жив, но был убит в перестрелке. Но портфель с сверхсекретными документами 40-го танкового корпуса попал в руки Красной Армии. Причем немцы предприняли даже специальный рейд к месту падения самолета. То есть самолет пропал, было известно, что везут секретные документы, и предпринимается рейд, что называется, диверсионно-разведывательной группой, и убеждаются, что самолет, да, действительно сбит, и у него закопаны убитые члены экипажа и Райхель. Документы исчезли. И, казалось бы, уже план менять поздно. И реально план не поменяли. Скажем так, никаких радикальных изменений не произошло. Документы действительно были захвачены, отправлены на самый верх, но их все же до конца не оценили. И надо еще понимать, что документы были захвачены по удару чуть-чуть в стороне от наступления в направлении Воронежа. И Сталин в процессе переговоров с командующим Юго-Западным фронтом Тимошенко, он бросил такую фразу, которая на самом деле была чистой правдой. Он сказал так, что нам показали уголок плана. Это был действительно только уголок большого плана. Конечно, мы можем сетовать, что не предприняли более какие-то радикальные переброски и передвижения, получив эти документы, но тут наше командование тоже надо понимать, что Дезу могли подсунуть, это тоже не исключалось. Но все же документы майора Райхеля, они касались не воронежского направления. Вот удар на воронежском направлении, он был не вскрыт, не было к нему достаточной готовности. И, к сожалению, он пришелся на 40-ю армию, которой командовал, может быть, не самый лучший наш командарм. Он был такой человек по фамилии Парсегов. Он был вообще артиллеристом изначально. И, конечно, на руководство маневренным сражением не тянул. Когда началось наступление, фронт 40-й армии посыпался, и штаб Парсегова, что называется, покинул место, где была нормальная связь, свернулся, переместился в Касторное, потерял управление. В общем, Парсегова сняли, отправили на Дальний Восток. Но от этого всем было не легче, поскольку фронт был прорван, и немецкие танки вышли к Воронежу. И вообще начался очень большой обвал фронта, который привел к необходимости всем отступать. Потому что немцы прорвались к Дону и стали вдоль него двигаться на юг, фактически отрезая от тылов войска Советского Юго-Западного фронта, и Южный фронт пришлось отводить
Достаточно будет сказать, что вот та 4-я танковая армия немцев, которая прошла до Воронежа, а потом повернула на Дон, она вдоль Дона прошла мимо Сталинграда и вышла в район Цемлянской, то есть она вышла, вообще говоря, к востоку от Ростова. То есть, кто себе представляет карту, от Воронежа вниз практически до Ростова. То есть все те, кто находились к западу от этого маршрута, они вынуждены были уходить, так или иначе. Но, конечно, котлов, как в 41-м, все же не получилось. Ну, это, как говорится, конечно, уже немного другая история, но нам главное понять, что 42-й год и лето 42-го года Красная Армия встретила в условиях нехватки всего и вся. И эта нехватка, конечно, негативно сказывалась на ходе боевых действий. Надо понимать, что в 1942 году у немцев были введены в строй все запланированные заводы синтетического горючего, плюс нефть Румынии и Венгрии. И вообще говоря, рывок 1942 года, он был еще частично на трофейных запасах горючего, который был захвачен в 1940 году. То есть это была такая попытка добиться радикального успеха, сконцентрировав все, что можно, в одном ударе. И, конечно, второй раз этот номер повторить не получалось. Но при этом, конечно, было то, что принято было в советское время называть авантюристичной стратегией германского командования. Стратегия была действительно авантюристичной. Почему, опять же, можно задать вопрос, почему Сталин не верил, что будет такой мощный удар на юге? Потому что все немецкие операции на юге, они вешались на одну железную дорогу. По существу две группы армий, группа армии Б, которая была получено путем разделения группы армий Юг пополам на группу армий Б и группу армий А. Две эти группы армий, которые шли на Кавказ и на Сталинград, на Дон, если быть точным, выходила группа армии Б к Дону, а группа армии А шла на Кавказ. Они висели все на одной, пусть и крупной, железнодорожной магистрали. И это, конечно, создавало серьезные трудности. И когда они удалились от своих, что называется, коммуникационных центров, проблемы с логистикой были весьма значительные. То есть, если сказать, как это выразилось в практическом смысле, как проходили наступления на Сталинград. Подвезли горючее, подвезли снаряды, наступаем. Кончилось горючее, снаряды, штурм города останавливается, ждем следующей порции. И так, что называется, было несколько циклов такого. И создание крупных запасов в армии Паулюса было тоже нереально. Я бы сказал, что была недооценка с обеих сторон противников. То есть каждый из противников своего врага недооценивал. И было лето сюрпризов. Вот, если вот так объективно смотреть на 1942 год, было лето сюрпризов и для Красной армии, и для вермахта. Для вермахта был большой сюрприз, когда 180-тысячная армия пошла на Ржев. Красная армия, ну пусть не так, как в 1945 году, снабженная боеприпасами, но 180 тысяч человек – это 180 тысяч человек. И многие немецкие планы из-за этого полетели к чертям. И вот это неприятные неожиданности были у обеих противников. И вопрос был именно в том, кто лучше сыграет, кто лучше выстроит свою стратегию в условиях вот этих возникающих сюрпризов. И кто сможет придумать решение. И вот я вам так скажу, что операция «Уран» это гениальный замысел. Это та история, которая развернула войну вспять, когда в это, может быть, никто не верил.